Всем героям большой привет, с вами на связи Импреза. Сегодня у нас с вами будет в обзоре Слизневый Мудрец. Очень давно он меня уже открыт, забирал я его в приключении, и вот сейчас у нас с вами есть возможность его забрать в счастливом колесе или рулетка, не помню как называется. Ага, называется она лотерея. Не обращал никогда на это внимания, но не в этом суть. Здесь его можно забрать. Напоминаю, что особо сюда вкладываться не стоит, потому что здесь очень маленькая вероятность того, что герой выпадет вам. Ну и если, конечно, очень хочется, то можно прокрутить там 3-4 раза, но максимум 5. Больше не надо. Не надо надеяться на то, что он выпадет там 6-м, 7-м и так далее. То есть самый оптимальный вариант это прокрутить 2-3 раза и все, больше не надо. Герой на самом деле редко раздается, то есть я не помню, чтобы его где-то раздавали в каких-то событиях. Если я не прав, поправьте, можете в комментариях написать. Вот, и соответственно, для чего он нам с вами нужен? Герой на самом деле немножко такой сложноватый для понимания, он неоднозначный, но плюсы, естественно, у него в любом случае есть. Итак, здесь у нас уклон на магический урон и сложность написано, что вот легко играть, то есть как бы никаких проблем, играйте, берите и все у вас будет хорошо. Но нет, не совсем это так. Давайте разбираться и смотреть, что у нас здесь. Здесь у нас по глобальным усилениям 12,5% урона к магическим повреждениям раз. На 70 уровне то же самое добавляется. На 90 уровне все маги у нас получают еще 50% урона к магическим повреждениям. И на 120 уровне урон по замедленным врагам. Вот казалось бы, для чего это? Зачем это тут? Есть ли вообще какая-то связь? Вот причем тут идет уклон на магический урон, и вдруг вот так вот внезапно урон по замедленным врагам у нас с вами появляется. Ну, в целом, нам от этого с вами хуже явно не будет, потому что этот множитель, он хороший сам по себе, он дает прирост, он прокачивает наш с вами аккаунт, и множители вот такие вот, они по факту, я не могу сказать, что редкие, но открываются они в какой-то момент уже потом достаточно долго и тяжело. Ну и в любом случае нам его с вами нужно прокачать, забрать глобальное усиление, и это нужно делать с каждым героем. То есть в игре нет ненужного героя. Еще хочу рассказать небольшую предысторию по герою. Это было давно, приключение на него было давненько. Я точно помню, что это было лето, если я не ошибаюсь. Ну, получается, где-то год назад. То есть этому герою уже примерно год. И в приключении я его забрал там в первых рядах, можно сказать. Быстренько купил алмазный пропуск. Все это быстренько пробежал, добежал до конца, там по возможности прокачал его. И тут же вот спешным таким мнением, спешным взглядом сделал сразу же на него обзор. Ну вот хотелось мне вот так вот побыстрее показать вам, чтобы вы посмотрели, что он из себя вообще представляет. И я точно помню, что в том обзоре, который был, я его удалил. Сейчас вы смотрите ремастер уже со свежим мнением, уже хоть с каким-то опытом и пониманием. Вот. Точно помню, что он мне тогда в корне не понравился, в корне я его вот так вот прям вот в плохую категорию отнес. Да, он сам по себе не играбелен, то есть нету ни комфорта, ни приятного какого-то процесса. И, естественно, складывается мнение о том, что герой у нас нужен только для получения глобальных усилений. И это все действительно так. Тут как бы поспорить с этим достаточно тяжело, и спорить смысла на эту тему нет, потому что нет какого-то из режимов, в котором он бы засветился с такой прям вот неоднозначной хорошей стороны. Мы с вами все режимы уже давным-давно изучили, мы все понимаем, есть тир-листы, есть
определенные любимчики, которых мы с вами используем в том или ином режиме. Но я могу сказать одно, что мудрец слизневый, он в какой-то степени может вам понравиться, если вы находитесь на начальном этапе игры. В любом случае, вы по мере прохождения игры у вас там открывается кто-то, и если он у вас будет первым, то в целом у вас может появиться к нему какая-то вот непривязанность, не знаю, он вам может понравиться в том плане, что это что-то необычное, что-то вот такое, что может в себе вот какую-то скрытую силу держать. Не знаю, сложно получилось это все выразить или нет, надеюсь, что нет. Далее, что еще хотелось бы сказать, вот не отходя от этой темы. Самое главное ни в кого не упираться, то есть не делать на ком-то из героев прям такой вот жирный акцент, потому что, еще раз повторюсь, что ненужных героев в игре нет. Все герои нужны, необходимо, точнее, их наличие, и слизневый мудрец, он не исключение, то есть он нам дает вот эти мизерные прибавки к магическому, к урону к магическому урону, да, то есть у нас этот процент растет, и, соответственно, те маги, за которых мы с вами играем, а это у нас идет и астральный маг, и там еще ребята тоже есть, за кого в целом людям нравится играть, то есть это и Оракул, и Энергомаг, если это уже более такой поздний этап игры. Вот, то есть все вот эти вот ребята в любом случае, даже жрица тоже, видите здесь, все вот эти вот ребята в любом случае это усиление забирают себе, и, соответственно, нам комфортнее играть за других героев благодаря тому, что у нас есть вот эти вот некомфортные герои, среди которых как раз-таки и слизневый мудрец. Он немножко такой неоднозначный. В каком плане? Давайте перейдем в скиллы. Вот у нас там был урон по замедленным врагам. Здесь каждый экземпляр слизи с вероятностью 10% может взорваться на враге, нанеся ему 70% урона и разбрызгать слизь на врагов поблизости. Ну, все ориентировано на массовость, все ориентировано на толпу и все ориентировано на урон. Больше тут добавить нечего. Ну и, соответственно, этот показатель будет расти, что является весьма логичным. Так, что у нас вот здесь? Написано, что лужа слизи, но хочется сказать, что тухлая яичница, да, вот такой вот омлет тут лежит на картинке вот здесь. Враги с 5 экземплярами слизи при смерти оставляют лужу слизи, оглушающую наступивших на нее врагов на 5 секунд и наносящую им определенное количество урона в секунду в зависимости от уровня прокачки данного скилла. То есть здесь мы с вами извлекаем суть из вот этого текста. Самое главное, что у нас есть? У нас появляется контроль. За счет чего он появляется? Он появляется за счет того, что добавляется у нас оглушение. Оглушение весьма внушительное. Оно у нас с вами будет идти 5 секунд, согласно описанию. И это неплохо на самом деле, то есть это может нам помочь. И тут добавить нечего, растет урон, да, это все очень прекрасно. Но как минимум, некоторые режимы у нас будут рады видеть этого героя. Например, в арене можно его пробовать. Можно пробовать, естественно, проходить обычные сложные главы. Также неплохим вариантом он будет для прохождения кошмара, потому что оглушение на 5 секунд, оно на самом деле редко у кого можно будет встретить. Ну, например, Оракул у нас, конечно, есть у большинства, но если вы вот этого мудреца только открыли, то, естественно, Оракула, скорее всего, у вас нет, и вам просто не с чем сравнивать, и, скорее всего, мудрец вам покажется чем-то вот таким новым, необычным, интересным. Далее, что еще? Есть у нас ульта. Все, кого мы с вами положили, заполняют шкалу. При полном заполнении мудрец призывает короля
мерзкуса, гигантский комок слизи, который прыгает по врагам каждые 1670% урона. Но тут, опять же, немножко некорректное описание. Тут, я думаю, что вы понимаете, что вот он прыгает по врагам и наносит урон. И вот тут вот опять вот немножко идет такой вот некорректный перевод, неправильная, видимо, система просто все это дело перевела, нанося им 0,5% урона. Продолжительность вот этого всего идет у нас 15 секунд. Ну, как это понимаю я? Давайте разбираться. Прыгать по врагам каждые, нанося вот такое-то количество урона, но при этом он наносит только половину урона. Если вы хотите знать, как это понимаю я, честно говоря, это вообще не понимаю. Хотя на минуточку давайте-ка вернемся сюда. Здесь написано сложность легко, то есть проблем никаких быть не должно. Ну, я не то чтобы это не понимаю, но здесь у меня больше, вот знаете, как какое-то недоумение вызывает. Вот ну как вот можно вот так вот просто взять, дать нам, игрокам, понимающим этот язык наш, да, вот такое описание, и что нам с этим делать вообще, как с этим жить дальше. Ну, в целом-то ничего страшного нет, то есть мы с вами визуально понимаем, что появляется вот эта гигантская лягушка, которая скачет и наносит урон. Все, нам в целом-то больше ничего и не надо для того, чтобы что-то увидеть. Ну, естественно, мы с вами понимаем, что в этой строчке может показаться, что заложена какая-то скрытая имба, потому что цифры на последнем особенно уровне какие-то невероятные, то есть 25, да почти даже 26 тысяч урона, если округлить, это очень и очень много, но тут у нас еще есть еще пара подводных камней, о которых мы с вами сейчас поговорим. Да, заходим в кузницу, проверяем, что у нас здесь. Итак, либо мы с вами повышаем шанс разбрызгивания слизи на 5% за каждый экземпляр эффекта. Ну, что такое 5%? 5% это 5 сотых всего лишь, да? То есть это очень и очень мало. Если мы с вами будем в каких-то глобальных там масштабах это все оценивать, то, скорее всего, вы поймете, что это очень и очень мало. Поэтому здесь я отдаю предпочтение правой стороне, если мы с вами говорим про какую-то универсальную сборку. И вот тут тоже вот один момент. У нас с вами глобальное усиление идет на урон по замедленным врагам на 120 уровне. Нигде, ни в скиллах, ни вообще, ни в кузнице, нигде вот этого нету. Я, по крайней мере, этого не увидел. Может быть, я где-то проглядел. Но вникаем. Вместо эффекта замедления, где вот он, этот эффект, откуда нам его брать, что замедляет, при каких условиях, в какой момент, какой скилл, нигде этого нет. Ну и как будто бы вот, не знаю, может быть здесь имелось в виду вместо эффекта оглушения, но как будто бы не могли вот так вот серьезно ошибиться, да, то есть не должно такого быть. То есть где-то что-то замедляет, возможно, но тут вот вместо эффекта замедления слизь теперь наносит 1000% урона от яда в секунду. Опять, снова вопросик. Откуда яд? Откуда он берется? Вот где было написано, что кто-то кого-то отравляет? Нет такого. Где было написано про замедление? Не было такого. Ну, пусть будет так. Пусть у нас будет так. То есть мы с вами добавляем 1000% урона и будем рассчитывать на то, что этот показатель для нас будет более выгодным. Хорошо? Хорошо. Может быть, если есть кто-то с прекрасным пониманием английского языка, может быть, вам имеет смысл переключиться на английский язык и прочитать, что написано там. Возможно, вы поймете истину и докопаетесь до корней вот этого вот текста, который там был написан. Потому что если я его включу, то я все равно ничего не пойму, я все равно это все перепишу где-то в переводчике и буду переводить, и там, скорее всего, какая-то примерно такая же каша и появится. Ну ладно, идем дальше. Здесь
Мерскус разбивается на 2 экземпляра. Это у нас ульта на 2 экземпляра поменьше. Но их урон снижен на 50%. Ну и как будто бы вот этот скилл, не скилл, я извиняюсь, я путаю, вот этот вот эта левая сторона в кузнице, как будто бы она пустая, то есть она никакого эффекта не дает. Вот есть у нас один Мерскус, да, то есть вот он один, но большой, либо два, но маленьких. Вот опять же, вот для чего это нужно? Ну, может быть, это будет эффективно на контроле толпы. Даже не на контроле, а на нанесении урона по толпе. То есть, если мы с вами знаем, что мы идем в режим, в котором очень много-много мобов, например, как башня драконов, но опять же, вот немножко некорректно будет об этом говорить в контексте про башню драконов, потому что мы с вами знаем, какие герои там нужны. То есть, там нужен нам с вами отхил, у мудреца отхила нет. Я думаю, что тут добавить просто даже нечего. И здесь лужа слизи может с вероятностью в 50% наложить при попадании 1 экземпляр слизи. Ну, здесь путем выбор из худшего. То есть я выбрал именно эту сторону, потому что левая сторона, она мне вот не нравится. Как будто бы здесь я не почувствую каких-либо изменений. Глобальное усиление снова у нас неплохое. Добавляется урон по магическим повреждениям. Там мощность прям очень хорошо с этим глобальным усилением растет. Ну и в целом вы, я думаю, что будете это чувствовать, потому что прибавка это очень и очень приятная. В Эво улучшенный слизистый шар, который при последнем отскоке оставляет липкие капли ловушки. Ловушки взрываются при контакте, нанося урон и накладывая эффект слизи. Что нам дает этот эффект слизи? Вот где это прочитать? Где это посмотреть? Как это понять? Для чего это нужно? Как это все использовать? Вот казалось бы, написано легко. Но опять же есть, видите, вот какие-то моменты, которые могут вызвать у нас с вами вопросы. Ну, по опыту, даже не по опыту, а просто вот попробовав его именно в пробном режиме, я, может быть, кстати, путаю со спаромантом, но, по-моему, нет. По-моему, не путаю. По-моему, даже вот в предыдущем обзоре я делал забег в тестовом режиме на полных вот этих вот тренировочный забег. Ну, вы поняли, про что я. И там вот эти шарики, которые от него идут, по-моему, выглядело это весьма неплохо и впечатляюще. Ну, опять же, в тестовом режиме каждый герой супер силен, и равняться на это не стоит. Будет ли это эффективно в реальной такой проверочке? Ну, не знаю, что-то я сомневаюсь. Хотя цифры там в скиллах впечатляющие, но проверять я это не хочу, прокачивать тоже. Последний отскок от шара. Не так, заново. Последний отскок шара слизи может с вероятностью 10%, в 10% вызвать мини-мерскуса, который отскакивает один раз с уроном в 50% от обычного. Но опять же, эта левая сторона у нас ориентирована на урон. И вот, по крайней мере, сейчас я вижу расстановку кузницы, ориентированную на урон, именно вот так. Право, право, лево. Каких-то других вариантов я не вижу. Увеличивает количество экземпляров слизи на слизипокалипсисе на 2. Ну, возможно, тоже это будет профитно. Конечно, интересно это все протестировать и, допустим, и такую сборку, и посмотреть, в каком из вариантов будет больше урона. А я также напоминаю, что есть группа, в которой расписаны кузницы героев, там расстановки, такая сборка, такая, универсальная, на контроль, не на контроль, там, на оглушение и так далее. То есть очень много героев основных там расписано, там их порядка 30-35 штук. Можно все посмотреть, быстренько ознакомиться и выставить кузницу героев, а также
кузницу по оружию так, как и должно быть, как вам больше всего подходит. Поэтому пишите в личку для получения доступа. Ссылки все внизу в комментариях. Итак, то есть тут как бы что лево, что право, разницы особо я не наблюдаю. И вот подводя такой небольшой итог, можно сказать, что герой на самом деле очень сложный для понимания. То есть он требует очень много тестов. Возможно, вот эта сложность и загнала его в категорию плохо в тир-листе. Но, как видим, глобальные усиления на самом деле неплохие. Они нам с вами нужны. Поэтому это нужно открывать. И если вы открыли, то хорошо. Постарайтесь его прокачать до 120 уровня как минимум. Так нужно будет сделать с каждым героем. А еще лучше до 160. Подзатянулся, да, у нас с вами обзор. Давайте уже перейдем в наше с вами любимое подземелье и посмотрим, что у нас там вообще он из себя представляет. И посмотрим на урон. Также я сейчас веду статистику забегов в подземелье. Там уже такой достаточно большой список. И можно посмотреть, кто больше урона набил, кто меньше урона набил. И все это в рамках, в пределах моего аккаунта. То есть плюс-минус условия у забегов они равные. Так, стараемся что сделать? Стараемся сначала собрать основное. Здесь, кстати, вот сейчас написано сфера слизи, раньше было написано ГУУОРБ. Ну, вот такой вот перевод был. Так, обновляем, добавим контроль, выберем и выберем. Так, ну давайте смотреть. Шляпка у него вот такая прикольная. Ну, вообще, в целом, он как бы прорисован достаточно интересно. Есть в нем что-то такое мистическое и загадочное. Гляньте, слушайте, вот прям очень быстро получилось собрать. Все, уже замаксили. Давайте прибавим вот это. Обновим, добавим урон. Вдруг он сейчас у нас много всего нанесет. Ну, я, конечно, шучу, я сомневаюсь в этом, потому что он не прокачан. Так, вот она уже, зеленая вот эта лягушка появилась. И давайте наблюдать за лужами. То есть мы с вами помним, что в лужи, если попадают, то там у нас с вами оглушение появляется. Так, здесь обновим. Перезарядку сделаем. Да, вот они, видите, они как будто застревают. Давайте области прибавим. Если в этих лужах, давайте попробуем в них постоять. То есть, видите, да, контроль. Контроль, контроль, контроль. И это хорошо. Давайте еще области прибавим. Лужи, я не знаю, кажется мне или нет, но как будто бы они пошире становятся. И это хорошо. Они вот, мобы, как будто прям вот на эти лужи натыкаются. Давайте удвоение возьмем. И все, и они стоят. Не дают вот эти лужи к нам подойти. Вот прям такое защитное поле. Ну и как будто бы можно сделать вывод о том, что нужно как-то вот стараться играть именно от этих луж. То есть нужно... Ага, все, нас уже тут быстренько заклевали. Не такие уж они и сильные, значит. Ну, конечно, ориентируйтесь на то, что слабенько прокачан. Скиллы вообще не тронуты, все 1-1-1. Но надо признать, что кузница есть, и там вот эта впечатляющая цифра в 1000% урона, здесь, по крайней мере, она не ощущается. Интересно было бы, конечно, сейчас добежать, посмотреть на урон, кто же все-таки сильнее, питомец или сам герой. Если сильнее питомец, то мне кажется, что это звоночек, что это не очень хорошо. Попробуем. Не знаю, получится, нет. Скорее всего, не получится, потому что остается у нас 19 секунд. А мы не успеваем. У нас остается еще 200 с лишним
мобов, которые мы с вами должны отправить куда подальше. И не выходит у нас это сделать. 7 секунд, 6, 5. Вот он по чуть-чуть как-то вот, по чуть-чуть прям такими кусочками кусает, но нет. Все, время вышло. Давайте статистику глянем. Все-таки, да, видите, разница большая. Я думаю, даже если бы мы чуть-чуть побольше зацепили бы, то все примерно так же и было бы. Ну, посмотрим, посмотрим. Возможно, вся его таинственная сила кроется где-то в его эволюции. Может быть, она и даст какой-то мощный толчок, прирост и так далее. Но это, ребята, это вопрос времени. Если будет возможность, я обязательно это сделаю, покажу, расскажу, поделюсь впечатлениями, сделаю забеги, тесты обязательно и одной стороны, и с другой стороны, разные комбинации попробуем, посмотрим. Может быть, и выйдет из этого толк. Ну а пока вот так. Вот такой вот обзорчик получился. Делайте выводы для себя, какие-то моменты отмечайте и пользуйтесь этим. Всем пока-пока. До новых встреч.